Всем привет, с вами Татьяна Захарова, я основатель интернет-магазина greenbird.ru. Это видео не мастер-класс, это видео будет в духе «Мне вспоминается». Мне вспоминается, как в апреле 2019 года я ездила в компанию Сваровски в Ваттенс на экскурсию в качестве почетного гостя. Сейчас, когда времена изменились, и границы закрыты, никуда не поехать, ничего не увидеть, эти события приобретают какой-то особый шарм, драматизм, особые воспоминания, когда что-то было у тебя такое большое, красивое, и его забрали. Я хочу поделиться этим с вами, потому что многие наверняка на нас не были подписаны в тот момент в Инстаграме. Я выкладывала сторис, постила, рассказывала, как там у них в Сваровски в музее все устроено. А теперь решила снять ролик просто как воспоминание об этом чудесном событии в моей жизни. Но прежде чем мы начнем, я хочу сказать ура, ура! Я очень рада, у нас 13 тысяч подписчиков на канале. Спасибо вам всем за это, спасибо за то, что вы подписываетесь, ставите нам лайки, подписываетесь и нажимаете на колокольчик. Если вы этого не сделали, то сделайте это обязательно прямо сейчас, потому что для всех подписчиков, для всех 13 тысяч подписчиков у нас есть подарки. Каждому из вас сегодня в честь 13 тысяч я подарю подарок. У меня много-много-много упаковок Сваровски шатонов 1088 SS39. Пачки прямо закрытые, свежие, с пылу с жару для вас специально. Посмотрите, что я припасла. Как они выглядят, эти шатоны. Вот они. Цвета Light Rose Shimmer. Вот так выглядит Topaz Ignite. Есть еще Emerald Ignite. Есть еще Amethyst Ignite. И Scarlet Ignite. Вот эти все кристаллы, их очень много, вас много, но всем, обещаю, хватит, достанутся вам. Просто напишите комментарий под этим видео, и все, и кристалл ваш. Забирайте его потом у нас из шоурума, получайте вместе с вашим заказом, сделанным в интернет-магазине greenbird.ru, или оплатите доставку, и мы отправим его вам в любую часть света. В общем, каждому из вас есть в подарок один из этих шатонов. Просто напишите комментарий. А если вы, кстати, не знаете, что сделать с такими шатонами, может быть, вам нужен мастер-класс, тогда тоже пишите, скажите: Таня, ну что, классный подарок, но я не знаю, что мне с ним делать, научи. И мы тогда, может быть, не может быть, а точно сделаем, если вы хотите ролик о том, как их можно оплести, как их можно использовать в украшениях, эти чудесные кристаллы. В общем, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Поехали. Первый день командировки. Бывали дни веселые. И все? Бывал я молодой. Это был первый день нашей командировки, когда мы поехали в Ваттенс. Я была там в 2013 году в качестве обычного туриста. В качестве обычного туриста я приехала в Сваровски, купила билет, зашла в музей, походила. А вот в 2019 году, весной, я там оказалась в качестве почетного гостя, в качестве клиента Сваровски. И они мне устроили просто царский прием. Ну, нас встречали, нас проводили, везде провели, все показали, организовывали презентации для нас, показывали нам новинки, которые будут выходить потом. То есть вот эти вот кьюти-кьютс, шармы в виде котиков, пингвинят и всего такого, мне показали их за 1,5 года до их выхода, то есть я их увидела. Рис, жемчуг мне тоже показали заранее, они сказали: вот сейчас мы над этим работаем, вот такой вот у нас будет. И еще мне показывали вещи, которые они пока еще не выпустили, значит, они у них где-то планируются. В общем, это все было классно. Я сейчас просто расскажу, как это все происходило. Тут самолет, фотки с самолета, естественно, любое путешествие начинается с фоток из самолета и из того, что мы ели на борту. Ну, без этого вообще. Не сфотал еду, считай, никуда не летал. Вот мы прилетели и приехали. Мы приехали в Мюнхен. И из Мюнхена нас повезли в Ваттенс. 1 апреля 2019 года, 14:29. Мы ехали, я просто фотала и снимала. И вот оно, Сваровски, музей. Мы приехали сразу туда. Это туалет, украшенный Сваровски Crystal Fabric.
Действительно сияли. Ну как? Как не снять селфи в таком туалете? Мне кажется, это просто невозможно. Это украшение стены в ресторане. Просто. Ну что обычно делать с высокими гостями? Конечно же, их ведут в ресторан. Мы пошли в ресторан, и там была такая красивая, шикарная стена, вся просто в кристаллах. А оттуда, из самого ресторана открывался вот такой вот вид. На кристальные облака Сваровски. И вот ты там такой сидишь, ешь шницель венский, и открывается у тебя вид на эти кристальные облака Сваровски. Про кристальные облака Сваровски у меня будут потом фоточки, я вам покажу. А на столе там стояла вот такая вот мышь. Это одна из первых фигурок Сваровски. Я про них тоже рассказывала в сторис. У этой мыши есть очень такая интересная история. Эту мышку сделал один из сотрудников фабрики Сваровски. Просто когда ему было скучно, взял компоненты для создания люстр всяких. Просто склеил из них мышку, показал ее, и всем она очень понравилась. Так и началась в истории Сваровски продажа готовых фигурок. Таким вот образом оно все и началось. Ну, конечно же, шницель. Как же без шницеля? Вот он, тот самый шницель. Он был божественно вкусный, потому что я была очень-очень голодная. Сам ресторан называется Дэниелс. 3 часа на самолете, 2 часа на машине, и мы в раю. Дэниелс. Дэниелс. Ресторан при музее Сваровски. Да. Блестящие. Облака. Слушай, они даже звенят, слышишь, да? На ветру. На солнце просто играет потрясающе. Такой вот рай. Да, эти кристальные облака Сваровски, боже мой, это было что-то потрясающее, ну потому что в Москве в это время была такая не очень хорошая погода, и как будто бы меня перенесло в рай. Люди живут на фоне, у них горы, и вокруг стоят эти кристальные облака, они сияют, там просто тысячи, сотни тысяч кристаллов, которые сияют на солнце, блестят, и побрякивают, знаете, так друг об друга ударяясь. Такой у них такой нежный мелодичный звук на ветру они создают. Это просто... Мне захотелось себе на даче что-то такое же, какую-то такую инсталляцию, но потом я прикинула, сколько это будет стоить, и подумала, что лучше, наверное, посадить яблоню. В общем, кайф. Чистый кайф. О, боже, там еще вода. Там еще вода. Как там было? Птицы поют. Птички поют. Конечно же, селфи, бесконечные селфи. Но это девчонки, сами понимаете. Это просто вообще какая-то... О-ля-ля. Нам, конечно, повезло сегодня с погодой. Погода потрясающая, все сверкает. Кристаллы переливаются на солнце. А сзади горы. Горы. Вообще это выглядит просто фантастически. А вот это вот вход в музей Сваровски, вот такой вот в виде головы. Там фонтан. Льется изо рта у него вода. И туда вот туда вот прям входишь в этот кристальный музей. Миллион фоточек около входа, без этого ни одна девочка не обходится. Давай я стану так, давай я стану сяк, ну что, кто так смотрит, ну блин, ну ветер мне всю прическу испортил. И дальше мы заходим в сам музей. И там огромная стена с кристаллами. Сколько еще раз анатом? 12?
12 тысяч тонн? 12 тонн. 12 тонн кристаллов в этой стене. Просто. Она огромная, вот такая вот, огромная. What you see here is just a replica of the real jewelry, but the real one consists Of real diamonds, of real rubies, etc., etc. This is just a replica. Вон она, та стена. Огромная просто. Нас там встретили и устроили нам индивидуальную экскурсию, показывали и все рассказывали. были здесь просто, нас вообще не понимают. То, что здесь происходит, механический театр, вот эти всякие рубашки мотаются. Вообще не поняла, что такое, нам сейчас объяснили. Эти все машины сделаны сотрудниками Сваровски, чтобы показать, что они делают сами себе все, как это сказать, станки, короче, вот. И эти манекены ходячие напоминают о том, что Сваровски это бренд модный. Вот, смотрите. Все это сделано инженерами. Сваровски. Мужики эти. Крутящиеся. Вообще, конечно, психоделическая комната. Но самое главное здесь тот художник, который создал ее, у него были проблемы со скелетом. И вот здесь вот такой вот, видите, из рубашек, спайн, как позвоночник, вот. Он сгибается и разгибается, потому что у него были проблемы с позвоночником, и он не мог спать без специальных там корсетов, еще чего-то. И вот здесь вот на экране демонстрируются его страшные сны и все про боль, короче, которую он испытывал. Наконец-то я поняла, что здесь происходит. Да, когда мы туда первый раз попали, в этот музей, в эту комнату, я просто не понимала, что там такое, почему эти манекены идут, что здесь вообще такое с этим вот позвоночник, который скрючивается и поднимается. А когда нам объяснили, то все просто вот так вот на свои места встало и стало понятно, блин, все так логично, и никакого бреда вообще не происходит здесь на самом деле. Все машины, все механизмы, они сделаны сотрудниками фабрики. Это напоминает нам о том, что Сваровски производят сами, они не покупают это где-то там в Китае. И вот здесь вот этот скелет, этот позвоночник, это о проблемах со здоровьем. Так. Человек почувствовал себя внутри кристалла. О, да, комната. Комната в виде, когда ты заходишь внутрь, в этой комнате ты чувствуешь себя, как будто ты внутри кристалла. То есть это просто гигантский кристалл, в который ты заходишь, и ты можешь почувствовать, что чувствует человек, если бы он был уменьшен и помещен внутрь кристалла. Там такое эхо, такое вообще сияние, просто психодел полный. Кристалл. Здесь вообще потрясающее эхо. 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 И там такая музыка, ну типа эмбиента, что-то такая, ну такая еле заметная, то ли музыка, то ли не музыка, то ли какие-то звуки, в общем, просто психодел полный. Туда-сюда селфи. О, вот. So what you see here on the tree, we normally use on chandeliers, for example, so they're from interior design. Боже, какая красота. Yeah. Because the light comes on when you step on it. Я уже не помню, что это за елка и зачем она там, но она просто офигенная, классная, огромная, сияющая. Люстра. Фильтр Кира-Кира. Самое то место, чтобы применять фильтр Кира-Кира. И там в каждой комнате музея свой собственный аромат, запах. То есть везде, в каждой комнате чем-то пахнет. И я это поняла не сразу. Я это поняла только тогда, когда нам обратили наше внимание на это. То есть где-то пахнет каким-то парфюмом, где-то чем-то типа пряников. То есть в каждой комнате свой аромат, своя музыка и какая-то своя атмосфера. Очень прикольно. Комната про любовь.
И там такая какая-то индийская играла. Ну просто туда можно в эту комнату попасть и застрять там, потому что вот это вот у меня начинается везде, где играет музыка. А это меня прям зацепило. Стена из жемчуга Сваровски и бусин 5000. Это из новых экспозиций, такого не было в прошлый раз, когда мы приезжали. Такая вот стена из бусин 5000 Сваровски и жемчуга. Все это свисает, вот, ну как, просто такая вертикальная, такие вот, как занавеска, что ли, не знаю, просто шикарная, красотища. И такая лестница для селфи. Загадочных, про любовь и про что-то еще. В общем, на каждой ступеньке что-то про любовь, какая-то цитата. Очень крутая комната, мне понравилась. И опять эта стена, которую мы видели в самом начале. И там такой прикол, ну точнее не прикол, а просто такая фишечка, что эта стена, которая встречает посетителей на входе, она огромная, и она не только на входе, но во многих залах, во многих лестницах, когда ты переходишь из одной комнаты в другую, ты так или иначе все время когда-то вокруг этой стены, вокруг одной ее части, где-то рядышком оказываешься. То есть вот со всех сторон эту стену можно будет рассмотреть, и когда мы переходим из одной комнаты в другую, все время вот эта вот стена периодически с кристаллами где-то возникает. Опять эта стена просто потрясающая. Мы уже подошли к ней с другой стороны. Здесь нет ни одного бракованного кристалла. Представляете? Кстати, да, первый вопрос, который я задала, когда увидела это, наверное, какой-то неликвид. Это, наверное, то, что не подошло. Они сказали, здесь нет ни одного бракованного кристалла. Вот то, что они сказали. То есть это не то, что типа у них не получилось, и они туда сгрузили. Это реально классные, настоящие кристаллы Сваровски, и не какой-то не брак, и не ликвид, просто вот так вот открывают пачечки вот и высыпают. Открывают пачечки и высыпают. Или не складывая в пачечки, просто складывают сразу в стену просто. Ну, а может они... ладно. А этот столб, как думаете, из чего сделаны? Про столб. Штучки, которые внутри. Вообще, Металл. прикол, смотри. И это всего лишь огранка. То есть ты туда такой заходишь и думаешь, это что, это ножи, это какие-то штуки, дрюки, а это оказывается просто такой вот столб кристальный, который сзади огранили, вырезали. Ну, тоже красивые комнаты с друзами. Потому что этот художник, который ее создавал, считает, что кристаллам нужен свет. Да, и там такой прикол, что практически во всех комнатах в музее Сваровски свет черный, то есть выключен, его нету. В темноте какими-то направленными светильниками кристаллы подсвечиваются. И вот одна только комната в музее Сваровски светлая, где свет включен и он яркий, потому что тот художник, который создавал эту комнату, считает, что Сваровски это про свет, и света должно быть много. То есть вот такой вот разный многогранный подход разных художников к кристаллам Сваровски и к тому, как они их видят вообще, в какой среде. Фантастика. Ну и, конечно же, немножечко Кира-Киры. Куда же без Кира-Киры? Да? Кира-Кира. Бесконечная комната. Огромное количество людей, а это только всего лишь мы. И да, вот там меня тоже поразила комната, маленькая, но за счет того, что там так зеркала расставлены, кажется, что она бесконечная, и как будто там огромное количество людей, хотя там всего 3. Но ты вот смотришь по всем этим зеркалам, прям очень-очень много народу, а это всего лишь мы. Представляете? Мы и наше отражение. Блин, офигенно вообще. Посмотри, как классно люстра.
Вот, кстати, вот в этой комнате до меня дошло, точнее, мне сообщили, что в каждой комнате свой запах. Здесь рождественская тематика, прянички всякие. Каким-то Рождеством, напитком таким, корица, глинтвейн, что-то такое. В общем, комната с рождественской тематикой, где играет рождественская музыка, пахнет какими-то пряниками имбирными, корицей, чем-то вот таким вот. Прикольно. Здесь приколюха. О, музей, на котором Ленин написан, да, вообще. Кристальный мавзолей, на котором прям русскими буквами написано Ленин. А если сюда сверху заглядываешь, там видос Ленина, где он смотрит на тебя и грозится тебе кулаком. Вообще, ты такой... Прикольно. Также они там... Это Тадж-Махал, по-моему, или какой-то... Еще несколько, в общем, архитектурных сооружений мировых они точно так же показали. Здание, на которое Кинг-Конг лез, по-моему, да? Или что это, короче, женщина, которая боится голову какую-то льва, или, ну, короче, смешно. А здесь внутрь кристалла откуда-то проецируется видео. Гигантский шатон, который вы видели в ролике про мои редкие кристаллы Сваровски из моей коллекции. Вот здесь вот, посмотрите, в подсказке есть ссылка на тот ролик, где я показываю гигантские шатоны, и там вот в таком же шатоне у Сваровски в нем видео, там летает птица. Как вообще они это сделали, я не знаю. Миры летают там. I invite all you visitors of the Crystal World to participate in the building. Стоят и делятся своими идеями, то есть это комната, в которой можно так вот залипнуть, там такая вот музыка, как-то все такое вот, какой-то в транс тебя вводит, и ты вот просто стоишь и слушаешь вот это вот, ну как будто бы с Вселенной разговариваешь, что ли, не знаю, как будто бы какой-то космос тебе какие-то умные вещи в тебя пытается внести, и ты такой... Да, я понял, да, и такой вот стоишь, а потом, что? А есть, пойдем? И все, и закончилось это все. Ну, прикольно. Because it is so unlike all that I perceive through my senses. It transcends the senses. For I can see that in the midst of death, life persists. In the midst of untruth, truth persists. In the midst of darkness, light persists. Да, а потом, когда он просто рассыпается и птицами улетает, и такая... Он сказал и улетел. Ну, в общем, это просто... А вот как, смотри, как материализуется Эйнштейн. То есть пустота, темнота, и потом появляется Эйнштейн. Так эффектно. As far as we, the physicists, are concerned, we are no politicians, and it has never been our wish to meddle in politics. И, в общем, свои идеи начинает рассказывать. И это просто потрясающе. Эта комната мне очень понравилась. И мне кажется, я бы там, ну, просто туда можно прийти и просто вот сидеть. Я не знаю, это просто, ну, вот такому косноязычному человеку, как я, сложно описать всю глубину чувств и ощущений, которые ты испытываешь, находясь там. Это, ну, тебя нет в этот момент, ты все. А все это ты. Вот как-то так вот. Если по-простому выражаясь. Очень крутая вообще вещь. Особенно, как они улетают и прилетают просто. Да, и он тоже так же птицами улетел. Это комната Солнца. Здесь звуки, которые НАСА записала в космос. Если мы отправимся на Солнце, мы услышим те же самые звуки.
Там те же самые звуки. Если мы улетаем куда-то в космос, мы услышим то же самое, что мы услышали в этой комнате Сваровски. Что-то такое, ну, типа тоже типа эмбиента что-то. Астрономы, поправьте меня, правда ли солнце говорит жу-жу-жу-жу? Или этого никто не слышал? И это неопровержимо. Невозможно это опровергнуть, потому что никто это не слышал. Либо Дензаун, живите мечтой. Так говорил Сваровский Даниил своим сотрудникам. Либо Дэн Траун, «Живи мечтой», мне тоже понравилось. Это девиз Даниэля Сваровски. Короче, мечтайте о большом, живите мечтой, и все сбудется. Очень вдохновляюще, на самом деле, от такого человека такие вещи слышать. They bought the hydroelectric power plant here in Spartans, that was already here, and it was 48,000 gulden back then. So that's just, again, tomorrow you will see the original, that's just a copy. Опять мышка. А музей заканчивается небольшим таким архивом. Там выставлены всякие образцы старых украшений, книга Сваровски, старые фотки. В общем, сам весь музей построен на том, что комнаты — это как современное искусство с кристаллами Сваровски. И в самом конце несколько помещений отведено под историю Сваровски со старыми фотографиями, со старыми работами, со старыми украшениями, с какими-то принтами старых журналов и всего такого исторического. Упаковки кристаллов Сваровски старые. Кстати, вот в том же самом ролике, который я упоминала пару минут назад, я показывала одну из своих уникальных упаковок. Вот оно, DS Eco. Я хвалилась таким в прошлом ролике. У меня есть такая же упаковка, как в музее Сваровски. С таблицей цветов. С оригинальными кристаллами. Как они выглядели раньше. Там вот висят такие эти стеклянные палочки. Стекло, образцы стекла. Похоже на бюстгальтер. Наверное, для каких-нибудь выступлений. Кристаллы старые здесь. И, кстати, вот прям видно, как старые кристаллы АБ отличаются от новых АБ. Они по-другому реально сияют, у них какой-то другой блеск. Ну, потому что, конечно, меняются формулы, составы. Сваровски отходят, например, от свинца, давно уже отошли. Раньше было много свинца в составе, теперь нет, для того, чтобы сберечь окружающую среду и все остальное, соответственно, немножко меняется. А может быть, все дело в свете, да, может быть, дело в огранке, потому что на разные огранки этот эффект выглядит по-разному. И сейчас просто таких кристаллов уже с такой огранкой нет, они более сложные, более усложненные, соответственно, поэтому, да, и выглядит иначе. Короче, по-разному, может быть, формула поменялась, может быть, форма кристаллов поменялась, а может быть, от того, что они очень долго здесь в музее стоят, а до этого их носили какие-нибудь танцовщицы, оно поменялось. В общем, это Crystal Fine Mesh. Мои глаза. Мои глаза. Реально там прям просто больно на это смотреть. Оно так сияет, что ослепляет. Там еще так подсвечено все. Такой как бы из полумрака на тебя вот это вот. Витрина с тиарами. Красота. Какая-то шапка, какие-то сумочки. А это уже магазин. Выходим из музея, сразу в магазин. Можно шопиться, купить себе всяких разных штучек.
Ну и заканчивается все традиционно магазином. Мы идем и оказываемся в магазине, где уже современные кристаллы, современные статуэтки, современные украшения. Ну вот то же самое, что мы видим в бутиках Сваровски, примерно такой же ассортимент там в этом магазине. Я бы не сказала, что слишком как-то дешево. Нам просто дали купон на скидку 10%, по-моему. Но стоит это так же примерно, как и везде по всему миру. Красивые такие вещи, которые кто-то может назвать пылесборниками, но не знаю, мне нравится. Нам дали 30% скидку. О, подождите, я наврала, я сказала 10%, а тут я говорю на видео, что нам дали 30% скидку, тогда да, тогда дешевле. Я себе купила такие браслеты Карл Лагерфельд, 2 браслетика с котиком и с Карлом, не смогла пройти мимо. И сказали, ни в чем себе не отказывай, сейчас пойду, выберу себе подарочек, лошадь купить или кита. Или, может быть, львов, или не знаю, павлинов. Короче, павлинов я не купила, купила себе браслет Карл Лагерфельд. Сваровски плюс Карл. Или, может быть, купить себе вот этого вот потрясающего кристального попугая. Всего за 20 тысяч евро. С 30% скидкой, считай, за даром отдают. Но на попугая у меня не оказалось кэша. С собой пришлось взять маленький браслетик. О, а потом, после всего, нас провели в VIP-зал. Зал, на дверях которого написано very important person. И в этом зале мы сидели и пили шампанское из бокалов Сваровски. Это будет, вот оно. Ты сидишь за дверями с бокалом шампанского. Сидишь за дверями с надписью VIP, с бокалом Сваровски и пьешь шампанское. И тут я такая, слушайте, сфотайте меня вот здесь вот за надписью VIP, чтобы было видно, что я очень важная персона. Классно, да? Хорошо, я смотрюсь. Ну, потому что, когда есть такая возможность, почему бы и да. Вот мы ищем какую-нибудь пивнушку в Инсбруке. А вот эта вот крыша из настоящего золота. Real Gold. Говорят, там украли пару пластин недавно. Был скандал. После такого насыщенного дня и после бокала шампанского, что еще делать? Конечно же, искать пивнушку в Инсбруке. Бывали дни веселые. Это было уже снято там. Даже не... Тут Инсбрук, пиво, был классный такой ресторан, да, колбаски такие. О, вот мы что ели. Простите. Вот такая у нас была еда в тот вечер. Хорошо, что мы перед съемками поели и выпили пивка. Это было бы сложно очень смотреть на это, на все. Да. А вот это мы с Галей Луканиной из Сваровски. На фоне той самой стены. Фоточки на память. Селфи. На фоне елки. Мы с Галей едим сосиски. Мы с Галей то, мы с Галей все. А на следующий день мы пошли смотреть, слушать презентации. И эту тему уже для отдельного ролика. Если вам интересно, если вы хотите на это посмотреть, ставьте лайки, пишите в комментариях. Да, я хочу. Сейчас на этом все. Вот так вот было в музее Сваровски. Весело. Интересно, блестяще, сверкуче, шикарно. И кажется, что вообще совершенно не со мной это все происходило. Вместе с вами сейчас, как в первый раз, я просмотрела эти все воспоминания. Я надеюсь, вам было интересно, познавательно. Когда откроются границы, если ДКБ, обязательно приезжайте, посмотрите на все это своими глазами. Ну и обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки и пока-пока. Все. Как ты считаешь, это стоит показывать или не стоит?
Мне кажется, человек открывает канал бисерный, а тут такое, господи, пусть она замолчит. Может быть, вам на курсы вокала, Татьяна, вы такая замечательная, талантливая. Сходите, пожалуйста, на курсы вокала, я прям вангую. Я сделаю себе галочку сама, пожалуйста, не нужно меня критиковать, я знаю, что мне стоит над этим поработать. Но просто было очень весело и атмосферно. Короче, неважно. Вот. Ну, не знаю, в общем, это философский вопрос, и здесь можно поговорить. Заляпанный телефон, потому что я в него натыкала. Сделайте так, чтобы я сказала это все членораздельно. Я думала, в космосе тихо, оказывается, там эмбиент играет. Вот такая вот. Все. И ни о чем. А у меня ку.